идти 35 суток из порта в порт, находиться больше месяца в море без возможности выйти на берег. Для кого-то это может быть критично, для некоторых катастрофично. Но для моряков, которые работают на контейнеровозе, это просто очень редкий длительный переход. Считайте, мы будем идти через 2 океана, через Атлантический и через Индийский, оминаем мыс Доброй Надежды. Мы идем из порта Саванна, США, в порт Кланг, Малайзия. Вы находитесь на канале Максмастер, с вами капитан Максим. Это мой рассказ о таком длительном переходе из порта в порт. Мы начинаем. Поехали! Я уверен, друзья, что вы помните, чем закончился предыдущий выпуск из серии Максмастер Дейли. А именно он закончился тем, что мы покинули порт Саванна, который находится в Соединенных Штатах Америки, и взяли курс на порт Кланг, который находится в Малайзии. Важно, не путайте с портом Килангом. Многие путают порт Кланг и порт Киланг. Это 2 разных порта, причем они даже находятся в разных странах. Порт Киланг находится на Тайване, а порт Кланг находится в Малайзии. Именно в порт Кланг мы идем. Да, по пути следования в порт Кланг из Саванны мы, естественно, пройдем через 2 океана. Мы пересечем весь Атлантический океан, то есть его северную часть, как называют это, Северная Атлантика, южную часть, Южную Атлантику, пересечем экватор, пройдем мыс Доброй Надежды и пересечем весь Индийский океан вплоть до Малакка-Стрейта. Почему мы идем через мыс Доброй Надежды? Так как ситуация в Красном море и в Баб-эль-Мандебском проливе все еще является небезопасной для судоходства, по мнению нашей компании, и это мнение мы полностью разделяем на борту судна, то было принято, на мой взгляд, абсолютно правильное решение направлять все суда, огибая мыс Доброй Надежды. Это 12 тысяч миль от порта в порт, даже больше чуть-чуть, 12 400 миль. Когда вы увидите этот ролик, это будет, наверное, 27 апреля, посмотрите на Marine Traffic, где мы находимся, напишите в комментарии. А в этом ролике вы посмотрите, как мы проходили весь Атлантический океан, и северную его часть, и южную его часть. Я вам покажу церемонию посвящения в моряки. Ту церемонию, когда судно пересекает экватор. Если на борту есть те, кто не проходил такое посвящение, то он добровольно-принудительно его проходит. Я уверен, что такие люди на борту есть. Я уже проверил, я знаю, что есть. Поэтому церемония 100% будет в этом ролике. Вы ее увидите. Запланировано празднование Пасхи, барбекю. Ну и, естественно, никуда мы не можем деться от нашей рутинной работы. Ее вы тоже увидите. Я вам тоже покажу, чем мы занимаемся на борту судна, пока вот идем в таком длительном переходе. То есть этот ролик будет полностью посвящен времени, которое мы провели в Атланте. В следующем ролике Максмастер Дейли вы посмотрите уже Индийский океан. Поэтому те из вас, кто еще не подписан, не забудьте подписаться, если не хотите пропустить тот следующий интересный выпуск. Также прожмите колокольчик, чтобы его не пропустить. От своих постоянных подписчиков я прошу, прожмите сейчас лайк, это сильно поможет поддержке видео, и если не тяжело, напишите какой-нибудь комментарий. Можете его потом удалить, лайк можете удалить, если вам ролик не понравится. Если все эти ритуалы вы успешно прошли, я предлагаю переходить непосредственно к просмотру ролика, заваривайте чай, наливайте себе кофе, мы начинаем, погнали! Готовятся пацаны к барбекю на завтра. Замывают нам террасу, чтобы было по красоте. В болоте не сидеть.
Тут у нас, друзья, небольшой творческий беспорядок, но уважительная причина. Делают новый мангал. Вот его низ, в смысле нижняя часть, перевернутая вверх тормашками. А вот будет верхняя часть. Вот этот вот, видите, снизу ящик ржавый. Это был мангал предыдущий. Вот делают новый из половины бочки. Мы будем уже делать шашлык, стейки на новом мангале. Кажется, что-то намечается. Реквизит какой-то принесли. Ведерочка с гризом. Купель для омывения, для очищения души снаружи. Это будет чистилище. Соответственно, музыка. Ну и пожарный рукав обязательно. С левого борта у нас тоже готовы 2 пожарных рукава. Да, на всякий случай. Вдруг неожиданно будет водная битва. Вот второй рукав. Время пришло. Ну, друзья, так как у нас на корме, даже несмотря на то, что мы выключили вентиляцию, все равно присутствует неприятный звук, который может помешать вашему просмотру этого видео, то я буду записывать это как бы бэкграундом, да, свое объяснение. Смотрите, традиция пересечения экватора произошла очень-очень давно, но в наши дни она все больше и больше забывается, потому что моряки современные не чтут традиции, и как бы лень им, наверное, организовывать такое мероприятие. Так как я моряк, вы знаете, в 3-м поколении, то я морские традиции чту и уважаю. Поэтому мы, собственно, и провели эту церемонию пересечения экватора. Тут я вам должен объяснить, какой вообще в ней смысл и кто действующие лица. Давайте начнем со смысла. Итак, судно, которое приближается к экватору, если на его борту есть люди, которые не проходили обряд посвящения в моряки, можно назвать его обрядом крещения в моряки, должно запросить разрешение на прохождение экватора у царя морей, у Нептуна. Нептун же со своей стороны должен такое разрешение отдать. Но есть нюанс. Он может сказать: так как у вас есть некрещенные, непосвященные, вы должны пройти обряд посвящения. Ну, собственно, вот придумывают они какие-то испытания, которые экипаж судна, который был не крещен, не посвящен в моряки, должен пройти. И на усмотрение Нептуна, если он решил, что люди достойны быть моряками, он их, собственно, посвящает в эти самые моряки и дает разрешение, дает добро судну на прохождение экватора. Ну, вот такая вот традиция. Теперь о действующих лицах. Со стороны судна это, естественно, экипаж, то есть капитан, как главный на борту, и те самые некрещенные, которые никогда этот обряд не проходили. И с другой стороны Нептун и его свита. Кто входит в свиту Нептуна? Ну, естественно, это жена Нептуна, это лекарь, то есть врач, ну не судовой, а врач именно представитель Нептуна, Бродобрей, который вот у нас такой парень с топором импровизированным бегает. Это, конечно же, пираты. Вот смотрите, у нас есть пират, представитель новых пиратов, нового поколения. Также есть пираты старого образца.
Ну и еще, естественно, возможны различные вариации. Можно добавлять русалок, можно добавлять чертей, можно добавить того, кто постоянно что-то говорит, ну, то есть глашата или глашатай, как он правильно, не знаю. Вот. Но в нашем случае их не было, потому что не хватало людей, ну и инициативы сильно не проявляли другие. Вот кто захотел, тот и участвовал. Теперь немного о конкурсах. Сам обряд подразумевает, что те, кто должен пройти испытания, сначала проходят чистилище, так называемое. В нашем случае мы вот сделали его из брезента, измазали внутри такой специальной смазкой, ну, мы называем ее гриз, да, на морском языке. Это вообще на английском языке, ну, в общем, гризом. Пока человек ползет по чистилищу, его с внешней стороны вот поливают таким пожарным рукавом, чтобы ему было тяжелее это делать. Дальше, после того, как он проходит чистилище, он должен пройти обряд очищения грехов как снаружи, так и изнутри. Для обряда очищения грехов мы подготовили специальную купель, вы ее увидите чуть-чуть попозже, с морской водой. А для обряда искупления грехов изнутри посвящаемый должен выпить специальную микстуру, которую подготавливает лекарь. Микстура, ну, это такой коктейль из соленой воды и других там разнообразных жидкостей. Помимо этого, естественно, нужно его обмазать мукой и разбить в него протухшие яйца об этого человека, который посвящается. Ну, в общем, вот такая вот традиция. Ну, как по мне, довольно-таки весело. Экипаж, когда вот это все происходит, экипаж веселится, поднимается настроение, ну, вообще, в принципе, сплочается. Такой тимбилдинг морской. Ну и так, как мне показалось, что недостаточно будет вот этого всего, как было, в принципе, в прошлый раз, то я решил немножко развить тему, и мы в конце добавили еще морскую битву с помощью пожарных рукавов. С одной стороны, как вы понимаете, была команда тех, кто посвящается в моряки, ну и с другой стороны была команда, естественно, Нептуна. Как оно все было, смотрите, сейчас я вам продемонстрирую. Karma's got a thing for me. We hold hands, make plans, keep the receipts. Karma, she's my best friend. One step closer, here's how it ends. Karma's got a thing for me. You see, you'll be digging up 6 feet. Karma's never let me down. My smile will kill when I cut you out. It's karma. It's okay to hurt your voice screaming in my face. I know you gotta bark when you don't got bite. Tell me, what's that like? What's that like? Being that insecure, acting up, immature. Had enough, I'm so bored. I'm so bored. It's karma. It's karma. Karma's got a thing for me. We hold hands, make plans, keep the receipts. Karma, she's my best friend. One step closer, here's how it ends. Karma's got a thing for me. You'll see, you'll be digging up 6 feet. Karma's never let me down. My smile will kill when I cut you out. Snip, snip, cutting no bullshit with a plot twist. Don't waste my time. I don't do toxic. I see you looking at me like she's so sweet. She's so nice. I can do what I like, right? Did I make you cry? I forgot that you're right. You know what you are, you're a baby, little baby. Now you got hurt 'cause you made me. Yeah, you know what you are, you're a baby, little baby. You only got hurt 'cause you made me bored. It's karma.
I don't know. Что, друзья, у нас день продолжается, идет подготовка к барбекю. Вон она, свиночка. Делается, надо часа 3, чтобы ее полностью приготовить. Ну и между делом столы расставляются по местам. Процесс идет. Что там по Кинстонам? Что тут происходит? Чего она такая белая стала? Что-то пошло не так. В обратную сторону идет вода. Вот там вот нижний ярус. А вот это вот второй ярус. Идем посмотрим. Вот он был в таком же удручающем состоянии, как и нижний. Здесь, видите, уже есть грунт кое-где. То есть тут тоже работают, подготавливают палубу. Здесь все делают. Видите, грунтуют, красят. Немножко крышку даже затрагивают. Я вернулся в начало, друзья. Вот у нас есть еще третий ярус. Это трехярусный мостик, получается. Главная палуба внизу. Здесь, ну, это на палубу выше, грубо говоря, да. И еще одна палуба наверх. Сейчас туда залезем. Тут многое было уже сделано. Но два нижних яруса были не тронуты. И вот как раз ими сейчас и занимаются. Опа. По-моему, забыли набить, что это Maneuvering Station Danger Zone. Должно быть на входе на Forward Mooring Station. Предупреждение. Причем видно, что подготовлено. Просто забыли нанести трафаретом. Так, из приятных вещей на нашей баскетбольной площадке появилась разметочка. Вот она такая. Из неприятных пропала сетка. Пока играли, добили эту сетку. С сеткой мы решим вопрос, я думаю. Если не сплетем, то купим в ближайшем порту. Так, а у нас идет замена вееров. Раз в 5 лет их надо менять. Видите, тали прицепили. Цепи. Для того, чтобы шлюпку удерживать. И будут менять стальные тросы. Процесс идет. Практически вся палуба тут задействована. Потому что два вайера. Сегодня закончен. Один день на эту работу обычно уходит. Грязная, конечно, работа. Никуда не денешься.
Вот, уже с барабанов веера смотаны, лежат здесь. Барабаны пустые. Это как сцепление в машине. То есть оно не дизелгейтится и на холостых оборотах. То есть если прожать, двигатель. Я узнал, что это такое. Это, оказывается, боцман делает удобрения для судовых цветов. Короче, шкарлупа яичная, плюс кофейная, вот эта отработка кофейная, или как это назвать, смешивается, и можно потом удобрять цветы. Не знаю, насколько работает, но несколько человек мне уже на судне сказали. У нас небольшой апгрейд баскетбольной площадки. Вот теперь вот такая вот у нас красивая, с разметочкой. Но еще не доделана до конца. Еще будет еще красивее. Пока в процессе. I got a bottle of Grey Goose and ice cubes. Have a drink that'll put me in the right mood. 80 proof's gonna lower my IQ. And I've been the same way since high school. I look shorty right in her brown eyes. She about to take a trip to Cloud 9. I'm the man, baby, I get the crowd hype. I turn the cadence of a hook into a soundbite. Here we go, it's about to go down. Let me know, I'ma buy another round. Get low, drop it down to the ground. Oh yeah, wow, shorty making bounce. Mama see the put cuffs on my cardiac. Took my breath away like a heart attack. And I'ma spend every dime and my money back. Everybody wanna know. Let's go. If you're ready, let me know. Let me know. Let me know. If you're ready, let me know. Here we go. Let's go. Вот смотрите, друзья, видите, мы подходим, вот мыс Доброй Надежды, вот он. Не вот это, Cape of Good Hope, неправильное обозначение, вот здесь это он находится, вот тут. Мы будем там ночью, тем самым мы пройдем весь Атлантический океан и в какой-то момент уже перейдем, будем проходить ЮАР и перейдем в Индийский океан. Видите, какая тут прекрасная погода. Вот это все, что красное, оранжевое, это все не очень хорошо, но мы проходим сверху, и погода нас радует, так сказать. Не будет ничего серьезного. Краткая историческая справка, почему мыс Доброй Надежды так называется. Некоторые моряки шутят, что на этом мысе жила когда-то Надежда, и моряки, заходя в бухту, которая находится сразу за этим мысом, как бы она их встречала и в чем могла, тем и утешала. Отсюда и получила такое название, как бы мыс Доброй Надежды, Доброй Нади. Но на самом деле это не так. На самом деле история несколько иная. Впервые до этого мыса добрались египтяне еще в VI веке до нашей эры. Но из-за того, что потерпели кораблекрушение, не смогли обогнуть этот мыс, их судно было разрушено. Да, дальше был такой путешественник Бартоломео Диаш,
он тоже попытался обогнуть, тогда еще он назывался мыс Бурь, потому что там постоянно, ну не постоянно, но очень часто плохая погода, его называли мысом Бурь. Он тоже не смог обогнуть этот мыс, и пришлось ему возвращаться. И португальский король Жуан решил взять ситуацию в свои руки и переименовал этот мыс с мыса Бурь, с названием мыс Бурь, в мыс Доброй Надежды, тем самым как бы стимулируя остальных путешественников для того, чтобы они проходили этот участок и нашли путь через Африку в Индию. В 1488 году Диаш не смог пройти, а в 1497 году Васко да Гама, знаменитый португальский путешественник, смог обогнуть этот мыс, который уже назывался мысом Доброй Надежды, и тем самым нашел путь в Индию вокруг африканского континента. Вот поэтому он и получил такое название, как бы надежда оправдалась, надежда короля Жуана. Вот отсюда и название. Так что вот такие его дела. Надежда тут тоже присутствует, ну правда, не как человек, а как надежда. Мы сейчас находимся вот где-то там. ЮАР. Оставляем эту страну с левого нашего борта. И, ну, фактически мы выходим с Атлантического океана. Следуем по системе разделения движения в Индийский океан. But